Всем привет! Добро пожаловать обратно на канал. И я вам принесла дурную весть. Уж простите, но первый месяц Нового года уже близится к концу. А все ли мы начали реализовывать все наши планы, все наши цели? Или вы их написали, спокойненько так закрыли и забыли? Вот те, кто начал реализовывать, как-то вкладывать, делать первые шаги, выключайте, уходите, мы не к вам. А те, кто записал, закрыл и забыл, вот сейчас будем разбираться, почему же так происходит. И одной из самых распространенных причин, почему вы не реализуете свои цели, планы, задачи, которые вы себе поставили на Новый год, это то, что они максимально нереалистичны. То есть иногда наша фантазия настолько разыгрывается, настолько нас вот как раз-таки поднимает эта волна того, что Новый год, перемены, и все. Мы себе ставим настолько нереалистичные цели, что мы, мозг понимает, что это нереально, и он это вот куда-то туда откладывает и не напоминает нам, потому что зачем напоминать то, что нереально, то, что вы все равно не сделаете, не достигнете. Конечно, очень много от нас зависит, мы можем на что-то повлиять, что-то сделать, как-то улучшить себя, что-то как-то продвинуться, но бывают реально такие вещи, которые, никак вы не сделаете, либо это все-таки такая, знаете, цель на много-много лет вперед, то есть не на один год, а все-таки на много лет вперед, но в любом случае в данный конкретный момент она нереалистична, поэтому мозг отложил ее на полочку и забыл. Следующая причина – это то, что ваши цели не были вообще никак не встроены в картину вашей жизни, в картину вашего быта, повседневности. То есть вы поставили какие-то такие задачи, которые абсолютно противоречат тому, как вы живете. То есть иногда бывает, что мы что-то настолько радикальное, знаете, что переворачивает всю вашу жизнь на 360 градусов, не на 360, на 180, конечно же, на 180 градусов, разворачивает в противоположную сторону, вот вы должны все это изменить. Но зачастую мы в окружении, то есть у нас есть какие-то обязанности, у нас есть родственники, у нас есть близкие, у нас есть наши домашние животные, и они не позволяют вам так сильно развернуться. То есть те цели, которые вы поставили, просто противоречат тому, что вы как вы живете, как вы организуете свой быт и так далее. И опять-таки то, что не встраивается в нашу жизнь, и то, что мы не встроили, не внедрили в наш график, в наше расписание, то есть мы не прописали эти планы, мы не подумали, как это все внедрить в нашу повседневность, то есть четко не написали, что если вы решили больше читать, то вы там в определенные дни час сидите и читаете, и вы выделяете специально этот час, то есть вы анализируете, что именно в эти дни вы можете себе это позволить. Если вы всего этого не проделали, то, конечно же, ваши цели не будут выполнены. Еще, конечно же, не могу не упомянуть ту причину, точнее, которая, мне кажется, все-таки одна из самых распространенных. Это то, что мы пишем новогодний список целей на отдельные бумажки. Потом мы ее куда-то деваем, и на этом все заканчивается. Потому что то, что не находится у нас постоянно перед глазами, оно исчезает из нашей памяти, оно исчезает из поля нашего зрения. Потому что, конечно, мы не каждый день, час, секунду должны думать, как я должен исполнить эти цели и так далее. Да, у нас есть какие-то повседневные дела, как обычно, какие-то наши обязанности на работе, на учебе, перед родителями, перед собой, еще что-то. Но иметь перед глазами обязательно какие-то важные вещи в вашем ежедневнике, на вашем столе, на вашем телефоне нужно обязательно. Вы будете периодически туда возвращаться, подумывать о том, что, запускать мозговой процесс, а как я могу это сделать, а как я могу это решить, а что мне сделать, а когда мне выделить время. То есть, в вашем сознании, в вашем пространстве постоянно будет вертеться решение этой задачи. То есть, как вы ее выполните, как вы это все будете делать. Но если вы красивенько, так на красивой бумажечке, красивой ручкой, красивым почерком это все записали, но закрыли и забыли, то есть, если это не какие-то желания, на которые вы посылаете куда-то там, куда вы посылаете, каждый в свое место посылает, и просто это традиция, что вы откладываете и только на следующий год открываете, в конце года, это одно.
Но если вы действительно хотите добиться этих задач, то есть достичь тех целей, которые вы себе поставили, нужно все-таки, чтобы они были перед вашим носом ежедневно. Следующие причины, такие более психологические, внутренние. И первая из них – это вы откровенно боитесь перемен. То есть когда вы вроде как написали цели, но любое достижение цели, любое какое-то действие, оно требует перемен в любом случае. То есть вы либо отнимаете у себя время, либо вам нужно прикладывать больше усилий, либо вам нужно что-то менять в вашем пространстве. То есть в любом случае это какие-то перемены. Да, возможно, они приведут к чему-то лучшему, улучшат качество вашей жизни, но это перемены. И мы как бы такие существа, которые любим застой. Мы любим, конечно, все новенькое посмотреть, но в целом наше вот это ближайшее болотце, та самая пресловутая зона комфорта, она все-таки зона комфорта. Нам там комфортненько, нам там приятненько. И не каждый человек готов к этим переменам. То есть если это не вдохновляет вас настолько, что вы как бы не то что переламываете, но вам не важен этот комфорт, вы хотите это сделать, то вы это сделаете. Но если вы пишете цель и понимаете, что вы, скорее всего, ради нее не будете ничего делать, то, скорее всего, вы и не будете делать эти цели, и как бы неважно, пройдет месяц, два, это не то, что вы хотели на самом деле. И как раз-таки следующая причина, которую я немножечко упомянула ранее, это то, что вы и не собирались выполнять эти цели. Очень часто мы красиво пишем цели просто для того, чтобы написать, просто для того, чтобы заполнить, потому что это вроде как традиция, это вроде как что-то такое обязательное, ну все же пишут, что я не напишу, что ли, я что, не целеустремленный, не продуктивный человек? Нет, я тоже напишу. И вот такие цели, написанные на, как бы, ну, в общем, не очень сконцентрированы, это не то, что вам хочется, это не продуманные какие-то цели. Они вот, ну, в общем, написаны просто так. Они не выполняются. То есть я думаю, что каждый из нас внутри себя, когда мы пишем цель, когда мы пишем какое-то дело, мы заранее знаем, мы выполним, не выполним, мы забудем, не забудем, как это на нас отразится и так далее. Ну вот это важный момент, что мы будем что-то делать для того, чтобы выполнить цель или не будем делать, мы очень часто решаем до того, как мы записываем эту самую цель. Если вы заранее думаете, что я не буду это выполнять, то в принципе, вам это и не нужно, потому что это какие-то абсолютно левые цели для других людей. Все-таки подумайте над тем, что нужно конкретно вам. И последняя причина, которая, я думаю, тоже суммаризирует это все дело, это то, что когда вот мы вроде как мы хотим выполнения этой цели, мы жаждем, нам интересно, но случается повседневность, случается работа, учеба, какие-то дела, и вы каждый раз думаете, я потом с этим разберусь, я потом, чуть-чуть попозже, вот сейчас вообще не время, вот сейчас вообще не то настроение, не та атмосфера, сейчас еще не пришло время, настроение и так далее, я потом с этим разберусь. Как говорила знаменитая Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Вот мы все время перекладываем на завтра, мы все время перекладываем на потом, и это потом, к сожалению, обычно наступает 30 декабря, когда вы достаете свой список, а оказывается, у вас так было много классных целей, которые вы хотели достичь, но вот эта вот повседневность их абсолютно сожрала вообще с потрохами, и у вас ничего не осталось на самом деле. Но вот это самое откладывание на потом, сейчас очень, опять-таки, модно говорить о синдроме отложенной жизни, то же самое происходит и с целями. То есть в синдроме отложенной жизни нам говорят о том, что ходите в самой красивой одежде, потому что потом не наступит. Черный день, скорее всего, не наступит, хотя на самом деле у нас наступил очень у многих. Но неважно. Но и с целями то же самое. Мы все время их откладываем на потом, на какой-то хороший момент, на какое-то удачное время, на настроение и так далее. И так и не выполняем. И это годами длится, и это очень обидно. Вот об этом вы потом очень сильно пожалеете, потому что, скорее всего, вы все-таки вложили какой-то смысл, какое-то желание в эти цели, которые вы составили. И если вы именно будете отмахиваться, то есть это не просто потому, что вам не хочется, это какие-то не ваши цели, а именно если вы хотите, ну вот на потом, ну вот завтра, ну вот послезавтра, ну вот когда я выйду в отпуск, еще что-то, если вы вот в этом контексте постоянно откладываете,
поднимитесь и сделайте что-то в данный конкретный момент, потому что вы можете потом отложить это вообще, ну и вообще не выполнить. Это будет очень-очень обидно. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, у вас все получится, вы все сделаете, все выполните. Еще очень много времени, поэтому все-таки не забывайте себя, немножечко подстрекайте к тому, чтобы все-таки продвигаться в своих делах. 11 месяцев, к сожалению, пролетают очень-очень быстро. Все, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.